Теперь главное не свидеть, потому что мне хотелось бы дожить, в принципе. Да ты чё? Офигеть, смотрите, она просто сдувает. Да, меня вспушили. Мне Дюрандаль через всю карту будет делать. Понятно? Все понятно. Пойдем в палату. Короче, что я вам могу сказать? Экстренное включение в Tower Dominion. Объясняю, почему экстренное. Потому что вышло несколько патчей, которые кардинально много всего поменяли. Я еще не все смог заметить, не все смог как-то осознать своей головой. Не до конца еще все почувствовал, но я просто вот вам покажу. Да, герои остались те же, их там несколько перебалансили, юнитов много патчей на балансировку юнитов, как враждебных, так и зданий, доктрины поменяли в том плане, что там циферки поправили. Пока что баланс вроде бы стал получше, чем было, по ощущениям, по моим субъективным. Но я вам просто покажу вот здание. Как вы видите, сколько неоткрытых, не разблокированных у меня теперь зданий. Теперь появились платформы, вот банально первое, что бросается в глаза, нестандартные формы. Новое оружие добавилось, ну у меня его пока нет, но оно добавилось. Какие-то провалы, я вот читаю провалы. Тут нельзя прочитать, ну короче, провалы открываются когда-то там в тупике, чтобы оттуда тоже шли враги. Как это работает, как появляются провалы? У меня еще не получилось их открыть, найти, заюзать и так далее. Но касаемо того, что поменялось. Во-первых, добавили классную функцию, раз она светится, я вам сразу ее продемонстрирую. Вот. Когда ты разблокируешь нейтральное здание, то есть оно появляется у тебя на куске ландшафта, оно светится. Всего один ход, конечно, но светится, чтобы ты его точно заметил, что, мол, вот у тебя появилась нейтралка. Потому что зачастую ты просто, вот когда у тебя вот, ну там, типа вот где-нибудь вот здесь разблокируется нейтралка, ты мимолетом можешь ее даже не заметить. А это может быть хорошая нейтралка, которая сильно тебе поможет. Мелочь, а важная мелочь. Дальше. Добавили, наконец, цифры урона. То есть не нужно кликать и смотреть на урон вот так. За раунд. Сколько оно надамажило за прошлый раунд. Теперь все эти циферки по уровню расположены вот тут. В правом модальном окне. Новые здания, которые я только что нашел, и сейчас как раз их таким действием разблокирую. Раз они попались, собственно, из-за них экстренное включение. Это вот эти два здания. Первое. Сертифицированный усилитель. Удваивает шанс получить чертеж или доктрину выбранного здания. То есть, смотрите, как это работает. Я пока его не буду ставить, просто покажу. То есть, ты, грубо говоря, должен его расположить, допустим, напротив какого-то здания, вот, допустим, Пумы. И тогда доктрины на Пуму будут падать мне в 2 раза чаще. Так, надо как-то убрать, чтобы оно не построилось. И санкционированный аттенюатор, блять, слово выговоришь, еще хрен. Наоборот, чертежи и доктрины выбранного здания больше вообще не будут появляться в наградах. Это охренеть как сильно. Ну, как по мне, это охренеть как сильно. Это, грубо говоря, как в Айсеке есть ластик, которым ты стираешь конкретно определенный юнит, и больше не будет появляться на локациях. Пауков стирать. То же самое и тут, стереть просто бесполезные грейды на какое-нибудь говнище, которое, ты не используешь. На практике, все это нужно будет тестить, как оно работает и так далее, и так далее. На них самих можно поставить пушки, то есть вот на эту можно поставить импульсную, то есть антищит. А на эту генератор электрической дуги, то есть который постоянно бьет током, маленький урон, но зато урон тикающий, как у плавильни или как у остальных шаров в Мехавеллум. Собственно говоря, вообще катка не обещает быть победной, потому что герой слабый весьма, здания рядом со штабом выигрывают скорострельность, урон и дальность, и стартово имеются 2 доктрины. У меня вот тут энное количество доктрин, достаточно неплохой уровень ремонта у меня, давайте посмотрим. 25 здоровья, 10 здоровья, 5 ремонта за каждый фронт, вот здесь по ремонтику, здесь здоровье, там, короче, по мелочи все. Это 17-й ход. Поэтому будем смотреть. Наверное, вот я сразу не хочу, чтобы мне падали доктрины на минометы. Потому что вот объективно они мне нахер не уперлись. Вот, блядь, вот совсем. Вот совсем они не уперлись.
Поэтому давайте отключим. Давайте отключим и заодно посмотрим, как оно вообще, в принципе, существует и действует. Что мы можем скачивать здесь? Дальше. Целевое здание получает плюс 1 к дальности и 50 к урону. Угу. Соседнее здание получает минус 50 уронов, но зато получает штаб. Бля, охренеть, как это сильно! За 50 валюты я дебафую минометы, то есть, чтобы они не появлялись, доктрины их. Не засорали пул возможных доктрин. То, что я дебафую урон, так эта херня вообще ни по кому, скорее всего, стрелять и не будет. Ну и дамага, даже если и будет, дамага не будет. Но при этом я за 50 ресурсов увеличиваю здоровье штаба на 25%. Блять, сразу качаем. Дальше смотрим. Добавляет не еще, а в целом вот эту электромагнитическую дугу. Но в отличие от той дуги, которая под ублюдским, плюсообразным, блядь, направлением, нужно ее как-то ставить вот так, как-то, блядь, раскручивать. Нужно отдельно за дохрена денег вкачивать ей замедление. У этой штуки стартовой есть замедление, и она бьет по охренительной радиусу. Смотрим здесь. Эта штука то же самое, но еще обнаружение дает. Но объективно замедление прям важнее намного. Здесь целевое здание получает минус 1 к дальности. Прилегающие здания получают обнаружение. Нет, это не нужно. Здесь целевое здание дальность. Соседнее здание получает плюс 1 дальности. Но тоже сомнительно. Вот это окей, вот это сомнительные грейды. Их качать не обязательно. Вот как увеличить шанс на доктрины, мне пока... мне нет того здания. Мне бы хотелось на Словека, или на Карателя, или на Retribution, или на плазменную эту пушку. А на такие мелочи пока что не хочется транжирить, поэтому давайте мы пока оставим как есть. Минометку куда-нибудь сюда бахнем. Все, бахнули. Теперь главное не свидеть, потому что мне хотелось бы дожить, в принципе. Так, у меня, по-моему, есть доктрина, которая требует от меня один дюрандаль поставить. Сейчас чек. Пока у вас есть только один дюрандаль, да, все, значит, мне нужно где-то один дюрандаль вставить. Вопрос только, куда мне его вставить. Вот эта штука добавляет дальности и урона. С одной стороны, прямо сейчас, конечно, вряд ли кто-то сюда дойдет, но в лейте-то могут. И тут просто есть клетка хорошая, вторая. Ну, типа, когда пойдут гиганты, у гиганта есть обилка арьергард. Арьергард выбирает самый долгий маршрут до штаба. Давайте я поставлю и забуду просто, и все. Вот это сделаю, все остальное качать пока не буду. Потому что он будет очень редко приносить импакт, пока не дошли до лейта, а мне дожить до лейта. Офигеть, смотрите, она просто сдувает. Да, меня вспушили. Но, блядь, попытка не пытка. Но самое главное, я разблокировал, вот этот атюнатор, и он имба. Теперь, раз уж ролик получился настолько короткий, давайте мы с вами... Это сложность черепки были, поэтому я вылетел. Как бы давно не играл на черепках, типа. Не надо меня оскорблять и кидаться камнями. Давайте посмотрим. У меня разблокировался, получается, только атюнатор, наверное, потому что я его поставил. Вот вторая штука не разблокировалась, вот она здесь. Надо было, конечно, все-таки поставить ее, но кто же знал? Я вот не мог знать. Короче, теперь смотрим. Вот есть эти провалы. Как они работают? 24 hours later. Короче, в сухом остатке я разобрался, каким образом можно активировать вот эти провалы. Как это делается? То есть, это не самый удачный ландшафт. Просто, чтобы сымитировать эту ситуацию, было выбрано... Так, да, секунду, извиняюсь. Так вот, была выбрана такая ситуация. Смотрите, вот у нас есть вот этот кусок, который сейчас можно было бы как-то соединить, например, Г-образно. Но, если я поставлю сейчас прямой коридор, то получается вот здесь, сюда ничего достроить не получится, это тупиковая зона. И смотрите, что происходит. Бум!
и у нас появляется провал. Этот, например, данный провал повышает шанс получить чертежи и доктрины соседних зданий. То есть, если я сейчас рядом с ним поставлю, к примеру, дюрандаль, то у меня повышается шанс на то, что я в дальнейшем буду лутать дюрандаля. Также я могу поставить сюда аттюнатор и тем самым отключить возможность появления таких доктрин. Но поскольку сам вот этот аттюнатор является доктриной, то получается я повыше шанс на его получение, чтобы отключить большее количество зданий из пула. Как бы это ни противоречиво не звучало. То есть, грубо говоря, с помощью этой штуки можно хорошо, их несколько этих провалов, но все они по сути выполняют одну и ту же функцию. Они тебя усиливают, но при этом сами повышают сложность. Потому что теперь из этого провала будут идти войска. И, собственно, сейчас давайте мы это с вами и пронаблюдаем. Отсюда выбегают войска. И теперь этот кусок тоже нужно оборонять. То есть, грубо говоря, сам по себе провал появиться не может. Ты его делаешь собственноручно. И таким образом, с одной стороны, ты себе усложняешь жизнь, но с другой стороны, ты себе ее облегчаешь. Поэтому имеет смысл провал делать далековато от штаба. То есть, как вот в данном случае, видите, здесь целый коридор, то есть лабиринт. И как бы пока отсюда юниты выйдут, пачки отсюда будут уже уничтожены. То есть провал будет легче от него отбиться, но тем самым обузить те бусты, которые они дают. Вот такой какой-то смысл, если вкратце. А теперь возвращаемся к основному ролику. Я сейчас убью всех, блядь! Прикольно. Ну давайте по-быстренькому, чё уж греха таить. Давайте выберем легкого какого-нибудь героя, выберем 4-ю сложность. Не черепки, просто чтобы мне все это дело затестить. Тогда ролять я ничего не буду, будем стартовать с того, что дают. Какой ублюдский ландшафт. Я теперь хочу просто построить тупик. Вот принципиально хочу построить тупик. Так, допустим, вот так я могу завести сюда и отсюда сюда, правильно? Да, давайте так и сделаем. Сразу вкачиваем производство, сразу вкачиваем ХП-ремонт. Давайте сразу поставим так, все. Стандартно и скорость включаем. И запускаем волну. Так, здесь ремонт дополнительный плюс супер ранний каратель, но это потому что я играю на Элеоноре, а у нее дополнительный шанс высокий. Давайте сразу второй также поставим. Так. Мне не хватает денег. На так. Денег не хватает, сори. Так. Удешевлялка. Давайте лучше снабжение возьмем. Оно пока что приоритетнее. Плазменный забор. Да я не очень не скоро смогу его поставить, поэтому дюрандаль. Здесь что у нас? Здесь бим-бим-бам-бам. Вот так можно расположить, правильно? Да, давайте так. Здесь производство и разведки, но мне нечем разблокировать, все слишком дорогое. Так, я же не должен вылететь на 4-й сложности, правильно? Пока у вас есть только одна охранная вышка, но нет. Давайте, вот с одной стороны, доктрины 2-го уровня мне как бы хочется, но с другой стороны, платформы мне нужны. Поэтому, если бы я играл не на Элеоноре, я, конечно, бы доктрины взял. Но поскольку играю на Элеоноре, у меня изначально шанс высокий, бим-бим-бам-бам, я не буду себе голову морочить, я просто возьму платформы, потому что они всегда нужны. Боеволк плюс склад боеприпасов, это прям вкусно. Охрана вышка, да, давайте возьмем. Здесь что? Забавно, что они сами себя активировали. Вот эта способность, что они сами себя активируют, это, конечно, просто must have. Так, давайте расположим куда? Давайте вот, наверное, сюда мы расположим, правильно? Так. Пускаем волну, смотрим. Пускаем волну, говорю. С позицией боеволк уже должно быть полегче. Так, Retribution. Вот. Аттюнатор, блядь. Берем. Но мне пока нечего дебафать. Потому что дебафать охранной вышки как будто бы глупо.
Потому что доктрины могут выпасть на удешевление, как бы я бы их взял, но с другой стороны, а зачем? А зачем, с другой стороны? Ладно, давайте пока не будем использовать, потому что мы его в любом случае уже затестили. Хочется все-таки затестить усилитель, а не атюнатор. Так. Здесь что у нас? Еще один боеволк плюс бастион. Да, давайте возьмем ради боеволка. Контроль миссии. Ну, пока что у меня вообще нет возможности для контрольной миссии. Поэтому давайте возьмем на будущее далекое. Авось оно мне пригодится. Здесь вот этот кусок ландшафта мне ни к селу, ни к городу, поэтому мы его реролим. Давайте вот отсюда подальше отойдем. Вот так вот. Здесь пока ничего вкачивать не будем. Пока что поставим второй боеволк. Давайте тоже сюда его поставим. Все, и два боеволка нам должно с головой хватать. Для выполнения программы минимум. Так, здесь что? Пульсар. Ну, опять-таки, это лейт здание. Ну, давайте возьмем его на лейт. Why not? Почему бы, и, собственно, и не взять? Если дают, бери. Так, теперь нужно боеволк усилить. Так, один боеволк усилен. Давайте надо второй еще усилить. Здесь что у нас? Снабжение за фронт. Ну, пока у нас 4 фронта, это норм. Да, давайте возьмем, why not? Билки на дюрандаль у меня нет, поэтому могу спамить пока дюрандалями. Здесь вот это опять-таки ландшафт неподходящий. Вот это подходящий. Снабжение классно, но мне нечем его разблокировать, поэтому его разблокируем. Ну, давайте. Давайте так его разблокируем. Ничего вкачивать не будем. Ну, он окупится за 4 хода. Потому что эта штука дает 50 снабжения, а эта штука стоила 200. Но он окупится за 4 хода и дальше начнет приносить мне value. Поэтому пойдет. Отлично. Скорострельность для боеволка плюс разведка. Это прям супер вкусно. Пускаем волну сразу. Пускаем, говорю, волну. Пускаем. Гнездо брыты. Ну, давайте вот сюда его поставим. Близко, конечно, но я и не на черепках, поэтому мне все равно. В скобочках проигрываю. Не, я почти на 100% в себе уверен. Возможно, зря. Стоимость платформ 0. О, минометка. Отлично, отлично. Минометку нужно поставить куда-то вот удобненько. Так, закрываем этот ландшафт. Открылся хороший кусок ландшафта вот здесь. Так, минометку нужно расположить так, чтобы активировать нейтральное здание. Вот так. Вот так. Поставить сюда вот так вот этот атюнатор. Вот так. Сделать вот так. Потом замедление. Угу. Ну, потом уже. Так, здесь Retribution, 3 баррикады. Ну, баррикады это очень вкусно, мне пока что они очень нужны. Штабное здоровье за фронт. Ну, и опять-таки фронт у меня сейчас будет снижаться, поэтому Retribution пока рановато. У меня не хватит экономики, а вот баррикады самое то. Баррикады мне прямо сейчас очень нужны. Так. Как раз таки со стороны, откуда гнездо брит, чтобы бим-бим-бам-бам дефаться. Еще разведка. Ну, давайте стоимость улучшения сниженная на один ход. Каратель возьмем, да, на потом. Здесь что мы делаем? Здесь мы делаем вот так, правильно? Вот так делаем, да? Так. Так. Пускаем волну. И по дешевке грейдим. Все, в принципе, стартовый пак для дефа мне доступен. Так, опять Retribution предлагают. Или снабжение. Ну, давайте Retribution уже возьмем. Чтобы был. Потому что потом же по закону подлости мне его не будут предлагать. Теперь копим на ослабляющую дугу. Копим.
Так, да, давайте вот возьмем прямые заказы, потому что еще возле штаба вот что-то будем строить. Так, баррикады есть. Так, вот эту сторону мы уже тоже дозакрыли. Мощный антищит. Надо его чем-то разблокировать. Вопрос только чем? Чем мы его разблокируем? Пока нечем. Пока и незачем, в принципе. Или подождите, или давайте мы сразу вкачаем замедление, а потом уже вкачаем, заход баррикаду вкачаем, поставим и даем хпшечки. Бим-бим-бам-бам. Так. Ну, не хватает. Так, здесь что у нас? Плюс снабжение, да, почему нет? Склад боеприпасов тоже вкусно, но давайте пока снабжение возьмем, чтобы не испытывать проблем с этим. И вот смотрите, в чем мысль. Мысль в том, что я ставлю сейчас соседнее здание, получает +1 к дальности. Я поставлю сюда дюрандаль, у которого есть обилка, которая увеличивает дальность возле нейтралки. Плюс эта штука будет давать еще дальность. Итого у меня дюрандаль через всю карту будет делать. Понятно? Вот так вот, я думаю. Короче, план таков. Если вы думаете, что я не гений, вы не правы. Я гений. Я гений, если чё. Я мыслю на 10500 ходов. И вот сертифицированный усилитель. И как раз вот под него словек дают. Так, платформа. Так. Бим-бим-бам-бам, бим-бим-бам-бам. Реролим. Я пока не понимаю, как сделать тупик. Пока он у меня только в развитии. Простите. Простите мне эту искрометную шутку. Наверное, вот так сделаем сразу. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Почему нет? Давайте сделаем. Вот так. Блин, хотелось бы, конечно, возле штаба, чтобы по дешевке все грейдить, правильно? А могу ли я как-то это возле штаба сделать? Вот здесь вот так вот сделать. Но это бессмысленно, у меня ублюдски будет тогда... Можно продать вот эту охранную вышку, правильно? Можно ее продать. Да, я так и сделаю. Я могу. Я на волевых могу. Больше платформ, конечно, потрачу, да и черт с ним. Так. Давайте потратим. Не хочется технологию тратить. Ну давайте, ладно. Наибольшее... Да. Вот эти потом. И сразу ставим вот сюда вот эту штучечку. Вот так вот ее ставим. И увеличиваем шансы. Все, удваивает шансы на словеке. Да. Целевое здание стоит на 25% меньше. Плюс одно, короче, дает импульс и этот... Ну, самой себе как бы дает импульсную пушку и +1 дальности. Здесь целевое здание получает 20% урона, 25% снабжения в качестве подкрепления. Это слабо. Здесь целевое здание +2 к дальности. Это сильно. Или соседние здания получают +1 дальности. Но я так понимаю, что вот это соседним не будет считаться. Оно будет считаться целевым. Давайте поэтому вот это сделаем. Здесь вот это сделаем. И здесь вот соседнее, опять-таки, вот видите, оно не отображается. Оно должно подсвечивать, что будет считаться соседним зданием. Но оно не подсвечивает ничего, поэтому я не буду пока ее трогать. Но это имба. Это не контрится, сори, это не контрится. Здесь еще словек, сразу говорю, видите, и эффективность словека, и сам словек. Ну, давайте пока эффективность возьмем. Так, длинный ствол мне не нужен, хотя это урон пермоментный. Ну, просто дальность, я и так буду получать дальность за счет этой штуки. Приобретение цели, она будет добавлять дальность каждые 5 секунд. А это даст скорострельность +2 магазина. То есть де-факто тоже урон. Поэтому давайте его возьмем. Не, это вот эти два здания, это просто имба. Мне кажется, их будут нерфить. Жестко плюс мощно нерфить будут. Я почти уверен в этом. Давайте бункеров пока насрем. Так, все, закрылись. Все, у нас осталась одна точка входа.
тупиков у меня, ну вот, что считать тупиком? Ну, это не тупики. Ну, я не знаю, что тогда тупик, сори. Я. Ладно. Простите. Так, берем сразу мощный ствол. И смотрим, как эта штука наваливает. Меня ж не спушит, надеюсь. А то эта мощная штука наваливает. И меня пушит под это все. Пока у вас есть только одна вышка, нет, мне уже не актуально. Дивизионное звено, я никогда не юзал это здание, посчитал его говном. Спойлер, мнение мое не поменялось. Так, ну вот у меня мукасы, поэтому мне по-любому надо... По-любому мне надо ставить уже Retribution. Поставлю я его, наверное, вот сюда. Вопрос только вот как? Вот так, наверное, да, и поставлю. Или так. Наверное, лучше так. Противовоздушку сразу, да, остальное пока копим. И вот у меня место вот сюда есть под... Ну, вот сюда, короче, есть место под склад. И вот сюда склад можно впихнуть. Еще один Retribution. Да как будто бы чрезмерно. Хотя ракетная шахта. Давайте, вот человек еще один. Спасибо. Спасибо. Давайте удлинять здесь... Ну, пока ничего не буду ставить. Еще добавить дальности можно. Я вот просто не понимаю, оно всем будет давать дальность или только одному целевому? Или всем целевым? А могу я как-то это проверить сейчас? Подождите, ребятки, подождите! Не торопите меня. Так. Словек. Ищем словек. Словек. Я что, слепой? Почему я не вижу? Вот, я вижу. Но тут нельзя дальность его посмотреть, к сожалению. Тут нельзя вот так сдать дальность посмотреть. Из минусов. Но здесь мы ничего пока точно качать не будем. Здесь мы точно ничего качать не будем. Вообще нам по-хорошему нужно Retribution прокачать. Давайте пока просто волну пустим. Так, здесь что у нас? Ну, 2 технологии, отлично. Мне они очень нужны. Очень нужны мне. Объективно. Все, теперь противороевой. Урон сильно режет, но у меня не роевой юнит, понимаете? У меня наоборот таргетный нужен урон. Большой. Так что плевать. Так, ну вот, пока справляемся на весьма на изичах. Здесь давайте боеприпасы возьмем. Здесь еще давайте бункер возьмем. Здесь урод возьмем. Простите. Вот правда, простите меня за эти шутки. Угу. Так. Импульсную пока рано. Ну, для импульсной, наверное, вот этот квадратик очень хорош. Хотя, опять-таки, импульсную хотелось бы ставить куда-нибудь. Ну, то может быть сюда условно. Ну, зачем сюда? Ну, возле импульсной по-любому нужен склад боеприпасов. Ну, вот сюда точно нужен склад боеприпасов. Срочно. Сюда точно нужен. И словек, наверное, нам нужен. Вот так, наверное, да? 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 Все. Пускаем волну. Пускаем волну и смотрим, что из всего этого выйдет. Еще один пульсар. За каждую точку входа дополнительный урон, но это сильно. Это прям сильно. Второй пульсар мне пока ни к чему, поэтому да, возьмем.
Ну, давайте вот посмотрим. Вот смотрите, дальность у меня по вот эту штуку. Правильно? Да, вот по эту штуку, ну, тут одна клеточка. Давайте посмотрим, что будет, если я вкачаю вот соседнее здание или целевое здание к дальности. Давайте посмотрим, как это работает вообще. Да, то есть, смотрите, целевым зданием будет считаться только вот одно. То есть, не все юниты этого типа, а только одно. А вот соседнее бы апнуло как раз-таки этот человек, но этот бы не апнуло. Наверное. Но это мы потом как-нибудь проверим. Ну, короче, пускаем волну. Пускаем волну пускаем. Небо каратель, на самом деле, потому что нужно... Вот, это отлично, это здоровье. Здесь еще один склад. Все, вопрос со складами закрыт. Надо закрывать вот эти дырки вот так. Закруглить их, потому что с них слишком быстро прут войска, и это потенциальные риски для меня, сори. Вот эта штука сюда прям влетает, как родная, но она при этом говно сама по себе, поэтому я не буду пока 2000 на нее тратить. Ее, к сожалению, не апнули, как я понял. Здесь, наверное, урон добавим, потому что зачем мне дальность... Хотя... Давайте возьмем... Давайте скорострельность возьмем. Чтобы они прям тура-та-та-та-та-та делали вот так. И вот сюда склад. Все, мощно плюс сочно. Нестандартные платформы отлично берем. Неплохие платформы, кстати, на самом деле. Как Тетрис их теперь можно собирать? Учитывая, что мне по-любому сюда нужно вспихнуть... Этот, скажите... они тоже бесплатно. То есть этот грейд работает не только на стандартные платформы, а вообще на все. То есть, смотрите. Тетрис. Да. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Или лучше было бы сюда его поставить, чтобы я его по дешевке грейдил. Умные мысли посещали меня слишком поздно. Ладно, черт с ним. Ой, это мне не надо пока. Вот сюда. Или вот сюда лучше, потому что я же могу сюда, ну сюда еще я сюда могу еще впихнуть. Правильно? Ну а сюда я что могу впихнуть, тоже другой вопрос. Не вот только сюда что-то. Типа чего? Типа чего я могу сюда впихнуть? Да ничего я сюда не могу впихнуть. Я хочу так поставить. Все, хочу так поставить. Все. Просто хочу и все. Теперь много копим. Так, еще один retribution. Да, давайте. Их много не бывает. Заналка, наконец, потому что деньги нужны. Реролл. Сюда. Ну, вот видите, у меня много крыс будет, медиакрыс. Но я до них пока дотерплю, а пока что заналку надо бахнуть. Вот сюда я бахну, чтобы активировать антищит. Ну вот, все, бам-бам, бим-бам-бам-бам, и все, всех взорвал. Штаб получает крейсерскую пушку, минус 30% снабжения. Да, берем. Сразу берем. Без разговоров берем. Крейсерская пушка мне супер нужна. Урон по воздушным целям. Да, давайте возьмем. Ну, крейсерская пушка, вон, она топ-1 урон сразу вырывается. Сюда. Ну, 4500 это дорого, конечно, пока для меня. Каждое здание получает 3 с каждой высоты. Это сильно. Но здоровье штаба мне нужнее. Дивизионное звено нет, я не хочу его ставить. Здесь надо другое что-то.
Ну, давайте впихнем вот так. Замедление в радиусе нормальная штука. Чтобы впихнуть в нее такого бесполезного, ну, давайте вот эту херню впихнем. Вот, все, пускай стоит. Для вентиляции. Давайте вот это сюда сразу. Так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот у него уже огромная дальность за счет... за счет этого... Нет, стойте, вот... Подождите. Ну, тут не пишется, что ему дает дальность, но ему дает дальность... я же не вкачал. Вот это надо вкачать еще. Да, все. Все, сори. Ну, ребята, я впервые тыщу все эти штучки. Вот, теперь у него дальность еще больше стала. Да, все работает. Как часы. Пульсар. Удешевление словека, либо скорость. Давайте скорострельность словеков. Так, нужно сейчас насрать ретрибьюшеном по-любому. Угу, ага. Спасибо, дура. Спасибо. Спасибо, дура. Вопрос только, куда бы мне без... Сюда как будто бессмысленно, потому что он будет по прямой идти. Вот сюда, но у меня нет платформы, которую я провафлил. Да ёкарный городовой. Вот это сочная позиция. Ну, только для, наверное, вот этой штуки. Давайте, наверное, вот сюда впихнем ее просто и все. Вот так. Давайте, ладно. Ну все, с воздухом мы справляемся. Даже без второго грейда. Здесь, да, давайте возьмем ресурсы. Еще один тюрандаль дал. Да, возьмем. Хорошо. Бесполезная. Так. Ну вот как раз площадочка для еще одного ретрибьюшена. Вот так вот его впихнем. И все. И вот теперь попробуйте прорвитесь сквозь этот адовый заслон противовоздушки. Ну вот, дело пошла жара. Баррикадка. Да нет, платформа нужнее. Гигант, но у меня против гигантов словейки, поэтому земля ему пухом. Земля пухом. Мне нужно 4500 накопить на пульсар этот. Склад боеприпасов. Омега-излучатель. Да, пойдет. Надо закрыть вот эту дырку. Все. Все. Теперь мне уже ничего не страшно. У меня все из этой точки вылазит. И все просто аннигилируется. Аннигиляторная пушка! Так, платформа всегда. Платформ много не бывает. Все, пульсар делает грязь. Так, ну чё. Каратель. Не, давайте удешевление ретрибьюшена. Словек еще один. Или платформа. Давайте посмотрим. Есть куда впендюрить словек? Ну, сюда разве что. Или... Сюда не могу. Сюда бессмысленно. Нет, надо было все-таки сюда оставить склад. Я неисправимый дебил, простите. Так, ладно. Наверное, вот сюда пойдет словек. Почему нет? Давайте. Да, я понял. Ага, хорошо. Можно я поставлю юниты? Нельзя, я понял. Простите. Вот так. Вот так. Так. Ну и здесь сразу надо будет дальность, конечно, качать.
Но это не черепки, поэтому мне так легко, вообще не ощутил сложность, конечно. Но зато получилось обосмотреть, обзорить то, какие новые штучки появились в игре. Классно. А на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Жду от вас комментариев, любых, хороших, плохих. Всем доброго вечера. Ну а если вдруг не увидимся, то доброй ночи и доброго утра.